Как насчет страны, где земля до сих пор убивает, спустя почти полвека после войны? Или джунглей, где советские карты 1970-х годов точнее современных спутниковых снимков, потому что новые намеренно пустые? Камбоджа. Страна, которую весь мир знает по одному единственному храму. Сегодня 13 мест, куда вас не пустят. Самое жуткое в конце. Большинство людей слышат слово «Камбоджа», и в голове возникает одна картина. Анкор-Ват на рассвете, оранжевые одежды монахов, туристические автобусы, страна красивых руин и мирного буддизма. Именно так ее и продают. 7 миллионов туристов в год до пандемии. Рост числа отелей, визы за $20 прямо на границе. Но Камбоджа – одна из немногих стран мира, где туристические маршруты и реальная география практически не пересекаются. За пределами нескольких городов начинается другое пространство, где земля хранит следы одного из самых кровавых режимов 20 века. Где шаг в сторону от дороги может стать последним. Режим красных кхмеров за 4 года с 1975 по 1979 уничтожил от 1 до 2 миллионов человек, от четверти до трети населения страны, как если бы из России исчезло население Москвы и Петербурга вместе. Режим рухнул, его следы остались, закопаны в земле, буквально. 13-ю строчку нашего рейтинга открывает. Район Пайлин на западе Камбоджи выглядит с воздуха как любой другой уголок Юго-Восточной Азии. Зеленый, влажный, почти бесконечный ковер джунглей с редкими деревнями. На земле картина другая. Вдоль тропинок красные колышки с нарисованными черепами. На въезде в некоторые деревни таблички с изображением взрывающейся мины. Это не исторические памятники, это действующие предупреждения. Пайлин был последним оплотом красных кхмеров. Сюда они отступили в конце 70-х и держались до 1996 года. 20 лет партизанской войны в джунглях. 20 лет минирования каждого поля, каждой тропы, каждого подхода к деревне. Бойцы Пол Пота устанавливали мины тысячами, без карт, без маркировки. Просто клали их в землю и уходили. По данным Cambodian Mine Action Center, на 2024 год в провинции Пайлин до сих пор не разминировано около 12% территории. Это звучит как небольшая цифра, пока не осознаешь, что речь идет о площади в несколько сотен квадратных километров. Ежегодно в Камбодже от мин гибнут или теряют конечности около 100 человек. Большинство – крестьяне, которые просто шли по своей земле. Особенность пайлинских джунглей – мины здесь перемещаются. Сезонные паводки, корни деревьев, движение почвы – все это сдвигает смертоносные устройства на метры от первоначального положения. Саперы находят мины там, где их не должно быть по всем расчетам. Карты минирования, если они вообще когда-то существовали, давно потеряли смысл. Туристов в Пайлин официально пускают. Но местные гиды советуют не отходить от асфальта ни на шаг. Земля помнит войну, которую туристические буклеты предпочитают не упоминать. 12-е место занимает место, о котором не принято говорить вслух даже внутри страны. Гора Кулен. Священное плато в 30 километрах к северо-востоку от Анкора. Именно здесь, в 802 году, кхмерский правитель Джаяварман II провозгласил себя богом-королем и основал Великую империю. Сотни индуистских скульптур вырезаны прямо в русле реки на высоте плато. Тысячи лингамов, символов плодородия, по которым вода течет уже 12 столетий. Туристы приезжают сюда ради этого зрелища. Но на Кулене есть зоны, куда не ведет ни одна туристическая тропа. В годы красных кхмеров гора служила укрепленным лагерем. В джунглях плато до сих пор находят фрагменты военной инфраструктуры, полуразрушенные дзоты, следы траншей, замаскированные входы в подземные укрытия. Часть территории горы официально закрыта для посещения под предлогом охраны природного парка.
В 2019 году группа французских документалистов попыталась снять репортаж о закрытых зонах Кулена. У подножия горы их остановил военный патруль. Камеры попросили выключить, объяснений не дали. Репортаж так и не вышел. Что именно скрывают джунгли горы Кулен, официальных ответов нет. Зато есть новые вопросы. На 11-м месте руины, которых не должно быть на карте. В 2012 году австралийский исследователь Дэмиан Эванс применил технологию лидара, лазерного сканирования с воздуха, над джунглями вокруг Ангкора. Результат потряс научное сообщество. Под пологом деревьев скрывались очертания средневекового города площадью более 1000 квадратных километров. Город Махендра-Парвата, существовавший в IX веке, оказался в несколько раз больше, чем предполагали историки. По размеру, как современный Пномпень. В 2015 году сканирование повторили и расширили. Нашли еще несколько городов, неизвестных, незарегистрированных, поглощенных джунглями. Кхмерская империя оказалась принципиально другой, чем ее описывали учебники истории. Более густонаселенной, более технологичной, с развитой системой ирригации, каналов, дамб. Все это читалось в рельефе Земли сквозь 700 лет джунглей. Доступ к большинству этих объектов официально ограничен. Часть территории заминирована, часть в зонах, контролируемых военными структурами. Архивы камбоджийского правительства по этим раскопкам закрыты для иностранных исследователей без специального разрешения, которое выдается крайне редко. Города есть, но попасть в них нельзя. Официальная история Камбоджи до сих пор переписывается и не всегда публично. 10-ю строчку нашего рейтинга занимает место, которое убивает не взрывами, а тишиной. Озеро Тонлесап – крупнейший пресноводный водоем Юго-Восточной Азии. В сезон дождей его площадь увеличивается в 6 раз – с 2700 до 16 тысяч квадратных километров. Представьте себе, водная поверхность размером с небольшую европейскую страну, которая за несколько месяцев вырастает из ничего, затапливает джунгли, деревни на сваях, рыболовецкие угодья, а потом также стремительно отступает. На берегах Тонлесапа живут около 1 миллиона человек. Многие в плавучих деревнях, домах на понтонах, которые перемещаются вместе с уровнем воды. Это официальная туристическая Камбоджа. Неофициальная – другая. Восточная часть озера, вблизи границы с Вьетнамом, с конца 70-х годов остается зоной напряженности. Именно здесь, в 1978-1979 годах, шли бои между войсками красных кхмеров и вторгшейся вьетнамской армией. Дно мелководного озера до сих пор хранит военную технику, боеприпасы, остатки переправ. Рыбаки здесь время от времени вытаскивают сетями не только рыбу. Подрывы лодок на донных минах фиксировались в 2008, 2013 и 2017 годах. Власти публичной статистики не ведут. Рыбаки выходят на воду, просто обходят квадраты, которые в округе знают как плохие места. На 9-м месте расположилась история, от которой становится не по себе. В 2003 году камбоджийские и международные исследователи обнаружили к северу от Пномпеня, в провинции Кампонг-Чнанг, следы масштабного промышленного объекта времен режима красных кхмеров. На расчищенной делянке среди джунглей фундаменты корпусов, фрагменты советского промышленного оборудования, остатки вентиляционных шахт, уходящих в землю. По одной из версий, здесь находился один из секретных исследовательских объектов режима, где при поддержке китайских советников велись эксперименты с химическими веществами. Задокументированных свидетельств немного. Большинство тех, кто работал на объекте, не пережили падение режима. Несколько выживших охранников дали показания камбоджийскому трибуналу в 2011 году, однако соответствующие тома материалов до сих пор засекречены. Международные эксперты, обследовавшие территорию в 2004-2005 годах, зафиксировали аномально высокое содержание тяжелых металлов в почве на глубине до 2 метров.
Камбоджийское правительство объявило территорию закрытой природоохранной зоной. Что именно охраняется, почва или правда, официально не уточнялось. 8-ю позицию занимает объект, который видно со спутника, но добраться до него почти невозможно. Гора Дангрек – скалистый хребет на севере Камбоджи, вдоль границы с Таиландом. Протяженность около 220 километров. Высота обрыва, обращенного к камбоджийской стороне, достигает в отдельных местах 500 метров. Вертикальная каменная стена, которая веками служила естественной крепостью. На вершинах Дангрека средневековые кхмерские форпосты. Один из них, Преа-Вихе, официально внесен в список ЮНЕСКО и формально открыт для посещения. Но добраться до него с камбоджийской стороны по-прежнему крайне сложно. Единственная дорога большую часть года непроходима для обычных автомобилей. Со стороны Таиланда – асфальт и парковка. В 2008-2011 годах из-за Преа-Вихе шли настоящие боевые столкновения между камбоджийскими и тайскими военными. Погибли несколько десятков человек. Участки хребта восточнее и западнее храма патрулируются военными до сих пор. Там нет табличек с черепами, просто нет дорог. И нет людей, которые возвращались бы оттуда. 7-ю строчку нашего рейтинга занимает место, известное каждому камбоджийцу, но закрытое для большинства из них. Кох-Тянг – крошечный остров в Сиамском заливе, примерно в 18 морских милях от побережья. Площадь – около 100 квадратных километров. По международным меркам – ничто, точка на карте. Но в мае 1975 года именно здесь произошел последний вооруженный инцидент Вьетнамской войны. Дело о захвате американского грузового судна «Маягуэс». Красные кхмеры задержали судно через 2 недели после захвата власти. США направили морскую пехоту. В ходе операции погибли 41 американский военный. Больше, чем было членов экипажа, которых пытались спасти. Экипаж к тому моменту уже освободили другим путем. Сегодня Кох-Тянг – военный объект камбоджийских вооруженных сил. Гражданское судоходство вокруг острова ограничено. Рыбацкие лодки, которые подходили слишком близко, разворачивали военные катера. Что именно размещено на острове сейчас, открытых данных нет. Американцы не вспоминают об этом месте. Камбоджийцы тоже. 6-е место занимает история, которая до сих пор не завершена. История, которая до сих пор не завершена. Провинция Ратанакири на северо-востоке страны – это другая Камбоджа. Красная земля латерита, первобытные джунгли, коренные народы, говорящие на языках, неродственных кхмерскому. Сюда добираются единицы. Дорог мало, сезон дождей делает большинство из них непроходимыми на несколько месяцев. В годы Второй Индокитайской войны Ратанакири была зоной интенсивных американских ковровых бомбардировок Operation Menu с 1969 по 1973 год. За 4 года американская авиация сбросила на Камбоджу больше бомб, чем на всю Европу за годы Второй мировой. По данным исследователей Ельского университета, около 2 700 000 тонн. Ратанакири получила одну из самых высоких концентраций ударов. На сайте американского проекта по картированию бомбардировок можно найти данные о координатах каждого удара, зафиксированного военной документацией. В Ратанакири эти точки на карте стоят так плотно, что провинция выглядит чернее ночного неба. Неразорвавшиеся бомбы до сих пор извлекают из земли, и они взрываются. В 2022 году в соседней провинции Кампангтхом такой взрыв унес жизни 3 детей. Несмотря на это, территории с официальными ограничениями въезда по причине неразорвавшихся боеприпасов в Ратанакири официально не существует. Просто джунгли, просто земля. Просто не ходите туда, куда нет дорог. 5 лидеров открывает объект, построенный для того, чтобы никогда не существовать публично. В 25 километрах от Пномпеня в провинции Кандал находится место под названием Тамок по прозвищу последнего полевого командира красных кхмеров – мясника.
Именно здесь, в лесном массиве, частично закрытом для посещения, располагался один из последних штабов движения уже после официального поражения режима. В конце 90-х годов, когда остатки красных кхмеров распались, местные жители начали находить в этом районе странные подземные сооружения. Бетонные бункеры с несколькими уровнями, замаскированные под холмы, тщательно замаскированные вентиляционные отверстия, остатки коммуникаций, рассчитанных явно не на одного человека. Некоторые входы вели в тупики, некоторые тупики имели замурованные проходы. Камбоджийские военные обследовали территорию в 2001-2003 годах. Официальный отчет засекречен. Частным исследователям въезд был ограничен с формулировкой «зона военного значения». Несколько камбоджийских журналистов, пытавшихся снять репортаж об этом районе в 2009 году, столкнулись с отказом на блогпосту без каких-либо объяснений. Один из них написал об этом в своем блоге. Блог был удален через неделю. Четвертую строчку занимает место, о котором знают все исследователи Камбоджи и почти не говорят публично. Сиануквиль. Еще 10 лет назад тихий портовый курорт на берегу Сиамского залива. Несколько отелей, белый песок, рыбаки. Потом пришел китайский капитал. За 3 года, с 2016 по 2019, в городе открылось более 100 онлайн-казино, работавших исключительно на китайскую аудиторию. Азартные игры в Китае запрещены. Население города выросло в 3 раза за 2 года. Местных жителей выселяли из домов за месяц. Целые кварталы стали закрытыми зонами с охраной на входе. В 2019 году правительство Камбоджи под давлением Китая же запретило онлайн-гэмблинг. Большинство казино закрылись, но освободившиеся здания не опустели. По данным австралийской некоммерческой организации IGM, часть из них стала использоваться для операций по телефонному мошенничеству, так называемых свиноразделочных ферм, где людей, завербованных под видом работы в колл-центрах, удерживают принудительно и заставляют мошенничать онлайн. В 2022-2024 годах более 20 тысяч граждан разных стран были освобождены из таких центров в Камбодже и Мьянме. Часть центров Сиануквиля до сих пор функционирует. Подходить к ряду жилых комплексов в городе не рекомендуется. Просто потому, что оттуда не всегда выходят. Бронзу нашего рейтинга, 3-е место, получает объект, от которого официальная история Камбоджи предпочитает отворачиваться. Ан Сонг Вью. Это место не найти в туристических путеводителях и почти не встретить в камбоджийских школьных учебниках. В 30 километрах к северо-западу от Пномпеня, в болотистой низине, скрытой от дорог, располагается бывшая зона принудительного труда, одна из 1000, созданных режимом красных кхмеров для перевоспитания городских жителей. В 1975 году Пол Пот принял решение эвакуировать все города страны. За несколько дней из Пномпеня было выгнано более 2 миллионов человек – больных, стариков, детей, хирургов прямо из операционных. Их направили в сельскохозяйственные зоны работать на рисовых полях. Норма выработки была рассчитана так, что выполнить ее было физически невозможно. Еды выдавали ровно столько, чтобы не умереть немедленно. Ан Сонг Вью – одна из таких зон, где до сих пор не проводилось систематических археологических раскопок. Местные жители знают, что именно скрывает земля. Они не копают. Не потому что боятся властей, просто не хотят тревожить мертвых. В 2021 году международные антропологи подали запрос на обследование территории. Разрешение не выдали ни через год, ни через 2. Официальная причина – отсутствие культурно-исторической ценности. Земля хранит свое, история хранит свое. Это разные вещи. 2-е место, серебро нашего топа, достается объекту в самом сердце камбоджийских джунглей.
Бункер К-3. Это название упоминается в показаниях нескольких выживших чиновников режима, данных Камбоджийскому трибуналу по делам красных кхмеров в 2010-2013 годах. По их словам, К-3 был главным командным бункером Пол Пота и его ближайшего окружения, построенным при участии китайских военных инженеров где-то в провинции Кампонг-Спы в горах Кардамон. Горы Кардамон – один из последних нетронутых тропических лесных массивов Юго-Восточной Азии. Площадь – 4 миллиона гектаров, дорог почти нет. Зато есть следы. Просеки, пробитые явно не животными, фрагменты бетонных конструкций, которые находили геологи в 2006-2008 годах, прямоугольные возвышенности, читающиеся на спутниковых снимках как искусственные. Официально К-3 как объект не существует ни в одном правительственном документе Камбоджи, ни в материалах трибунала, опубликованных в открытом доступе. Несколько попыток независимых журналистов и исследователей организовать экспедицию в горы Кардамон с целью поиска этого объекта заканчивались одинаково – отзывом разрешений, сломавшимися автомобилями на горных дорогах и неожиданными встречами с военными патрулями в местах, где военных по всем картам быть не должно. Место, куда ездил Пол Пот, до сих пор не найдено официально. Или найдено, но не теми, кто рассказывает публично. И, наконец, абсолютный лидер. Первое место. Первое место. С-21. Туол Сленг. Бывшая средняя школа в центре Пномпеня, превращенная в 1975 году в главную тюрьму и следственный изолятор режима красных кхмеров. Об этом месте написаны сотни книг. Туда возят туристов, там есть музей. Но есть часть этой истории, которую в музее не показывают. В тюрьме С-21 прошли через допросы и были казнены от 14 до 17 тысяч человек, по данным самого музея. Каждый заключенный был сфотографирован при поступлении. Сохранились тысячи фотографий. На них люди всех возрастов, в том числе дети. Их лица смотрят в объектив с выражением, которое одинаково у всех. Они знают, что будет дальше. Из всех заключенных С-21 выжили 7 человек. 7 из 17 тысяч. Но вот что редко упоминается. Значительная часть архива тюрьмы до сих пор не рассекречена. Документы находятся частично в Камбоджийском национальном архиве, частично переданы в специализированный архив под управлением Международного трибунала. Для изучения доступна примерно треть от общего массива, остальное закрыто. Исследователи, работавшие с открытой частью архива, обнаружили в протоколах допросов имена людей, которые выжили и впоследствии занимали государственные должности в постреволюционной Камбодже. Эти имена в опубликованных материалах трибунала редактированы, заменены обозначением «лицо-номер». Камбодже нужно было двигаться вперед. Национальное примирение, забыть ради мира. Логика понятна, но это значит, что часть людей, причастных к тому, что происходило в стенах бывшей школы, умерла своей смертью, в почете, с государственными похоронами. 7 человек пережили С-21, остальные остались на фотографиях. Остановитесь на секунду. Посмотрите на то, что мы увидели. Пайлин с его блуждающими минами. Затопленные военной историей воды Тонлесапа. Подземный бункер К-3, которого официально не существует. Города под джунглями, к которым нельзя подойти. Острова с военными объектами без имен. Земля Ратанакири, нашпигованная американскими бомбами, которые все еще ждут своего часа. Сиануквиль, где рядом с туристическими пляжами работают структуры, удерживающие людей силой. И тюрьма в центре столицы, чьи архивы скрывают имена тех, кто должен был ответить, но не ответил. Камбоджа не аномалия, это зеркало. Страна, которая слишком быстро попросила весь мир забыть о том, что произошло за 4 года. И мир с облегчением согласился. Гораздо удобнее говорить об Анкоре, чем о К-3. Гораздо проще продавать туристические визы, чем объяснять, почему часть страны до сих пор официально непроходима.
Пол Пот умер в 1998 году в джунглях провинции Ратанакири от сердечной недостаточности под домашним арестом у своих же соратников. Ни одного дня в тюрьме. Его могила – скромный холм из мусора и бетона в деревне Ансалонг. Туристы иногда находят ее случайно, гуляя по деревне. Никаких указателей, никакой таблички. Земля, которую он превратил в минное поле, в самом буквальном смысле, до сих пор хоронит людей. Каждый год. Если вы думаете, что знаете какую-то из этих историй лучше, чем рассказано здесь, напишите об этом в комментариях. А если хотите узнать, какие еще страны прячут подобные места за красивыми туристическими фасадами, ставьте лайк и подписывайтесь. В следующем выпуске мы отправимся туда, где Земля хранит еще более темные секреты.